Benim sana yaptığımı söylediğini, o iğrenç şeyi yapmadığımı söyle. 2 çocuğunu bırakıp kaçtın. Ben Halil Çakırca, Nuh'la Meleğin babasıyım. Amca sen denizle geliyor lan buraya. Amca sen inandın mı? Madem sen de benden şüphe duyuyorsun. Bitti. Sumru. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет во встрече Сумру, Ханем и Халила? Поверит ли Мелек и Нух блефу Халиля? Даст ли Джихан $5 миллионов, которые хочет Хикмет, и право собственности на гостиницу? Куда направляется Сивилай? Вызовет ли внезапное появление Халиля разногласия между Сумру и Тахсином? Что произойдет, когда Халиль бесстыдно столкнется с Тахсином? Отдалится ли Тахсин от Сумру из-за слов Халила? Покинет ли госпожа Сумру Тахсина? Начнет ли госпожа Сумру снова читать после этого неприятного события? Что произойдет, когда Ной и Мелек разойдутся во мнениях относительно своей матери? Будет ли раскрыто, что Исад сам похитил Эсму? Что он планирует сделать, чтобы вывести Халиля Хикмета на желаемый уровень? Поддастся ли мудрость чувствам? Когда будут раскрыты отношения Харики и Назима? Узнает ли Джанан, что Беньямин и Тюркан вместе? Будет ли его близость с Тюрканом первой и последней, как сказал Беньямин? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Мелек и Ной не поверили своему внезапно появившемуся дьявольскому отцу и были рядом со своей матерью Сумру Ханем, а также если вы хотите, чтобы Халиль ушел так же, как и пришел, и не нарушил покой Сумру Ханем, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Мелек и Нух хотели поговорить с матерью после того, что сказал их отец Халиль. Во время этой конфронтации госпожа Сумру вспомнит плохие моменты, которые она пережила в прошлом, и будет чувствовать себя очень плохо и не сможет ответить на обвинения, выдвинутые Халилем. Госпожа Сумру, которая также расстроена тем, что ее дети в замешательстве, будет очень расстроена тем, что они думают, что она лжет. Она покинет эту среду в слезах. В то время как Мелек никогда не поверит в то, что делает и говорит Халиль, разум Ноя будет смущен. Ной, который выхватил пистолет из его руки, когда он якобы собирался выстрелить себе в голову, думает, что это правда. Однако его отец Халиль знает его уязвимое место и играет там. Он с самого начала знал, что Ной не позволит ему этого сделать. Я думаю, что Джихан составит план с Тахсин Беем и сделает вид, что даст Хикмету то, что он хочет, и попытается отобрать у него опеку. Но есть также вероятность, что они могут принять решение вместе и отдать то, что хотят, чтобы избавиться от Хикмета. Сивилай намеревается уйти от всего и отправиться к оставшимся в живых членам семьи. Об этом инциденте знает только госпожа Сончи. Наконец, поскольку женщина знает, как сильно Нух любит ее, она может сообщить Нуху новость о том, что Сивилай уезжает. С внезапным появлением Халиля счастливые отношения и жизнь Сумру внезапно начнут усложняться. Сумру расстроится, увидев, как Тахсин подозрительно смотрит на ее детей, а затем на мужчину, которого она любит. Халиль наконец-то придет раньше Тахсина, чтобы выжать из Сумру все со всех сторон и перевернуть ее жизнь с ног на голову. Узнав от Сумру Ханем о том, что произошло в его время, Тахсин Бей не может сдержать гнева и наносит ей удар при встрече. Тем временем Джихан остановит Тахсина, чтобы инцидент не обострился. Конечно, Халиль не откажется от своего намерения и расскажет ей всю ложь, которую он выдумал, и что Сумру на самом деле очень плохая мать и охотница за деньгами, что все, что она сказала до сих пор, было ложью и что она обманула всех. Если вы расскажете это так реалистично, Тахсин Бей будет в замешательстве. Когда я снова задам несколько вопросов госпоже Сумру, она очень рассердится, потому что сомневается во мне. После этого он скажет, что прекратил отношения и покинет особняк. Но поскольку Сумру очень сильная женщина, она намерена продолжить свое неоконченное обучение, чтобы стать сильнее в будущем. Ной и Мелек также будут конфликтовать из-за своей матери.
В то время как Мелек полностью верит своей матери, нерешительность Ноя становится причиной ссоры между ними. Потому что Халиль говорил о тех моментах, которые больше всего повлияют на Ноя, и удалил струпья с его старых ран. Хотя Ной уже находится в сложном процессе и пытается справиться с собой, возникновение этой психологической войны не пойдет Ною на пользу. Чтобы наказать семью за ее отношение к себе, Эсад представил все так, будто Эсму похитили и забрал у Джихана $1 миллион. Я думаю, что однажды, когда деньги, которые он дает, закончатся, люди, которые с ним сотрудничают, попытаются шантажировать Асада и получить еще немного денег. Поскольку этот процесс будет повторяться, Асад окажется в сложной ситуации, и однажды все выйдет наружу. Если Эсма узнает об этом, то она откажется от Эсата. С каждым днем она все больше и больше достигает желанной ею близости с Халилем Хикметом. После того, как они встретились, Хикмет влюбился в него, и с тех пор Халиль не отходит от Хикмета, не сняв с него всю последнюю одежду. На данный момент он продолжит использовать Хикмета только для того, чтобы подобраться к Сумру и получить много денег. Несмотря на то, что Хикмет был на самом деле очень бдительным и осторожным, он потерпел поражение от Халила. Он сдался ей гораздо быстрее, чем мы ожидали, и взял ее к себе в постель. Я думаю, причина в том, что до сих пор это никто не ценил. Потому что ее обманули добрые, вдумчивые и лестные слова Халиля в ее адрес. И теперь, как бы он ни старался казаться бдительным, любовь ослепит его. Халиль воспользуется этим в полной мере. Несмотря на Назима Харику, он попытается рассказать Джихану об их близости. Но каждый раз будет возникать новое препятствие, и он не сможет этого сказать. Когда мир увидит, что где-то они находятся близко друг к другу, может произойти небольшой кризис. В то время как Джихан будет сердиться на Назима, спрашивая, почему он скрыл от меня что-то подобное, он также будет очень зол на Харику. Несмотря на то, что у Джанан, похоже, есть новости от Тюркана и Беньямина, в отношении которых у нее уже есть подозрения, они продолжают преследовать их. Хотя Беньямин и Тюркан говорят, что это первый и последний раз, когда они спят вместе, дьявол подтолкнет их, и они снова захотят быть вместе. На этот раз Кенан сможет застать их в постели. Она постоянно находится под наблюдением, прекрасно знает своего мужа, и сотрудники общежития, куда Тюркан и Беньямин поехали жить вместе, все понимали. Канан увидела название этого места во время видеочата с Беньямином, и когда Беньямин однажды исчез, а она захотела пойти и поискать его там, она узнала от сотрудников, что он там. Как вы думаете, расстанутся ли господин Тахсин и госпожа Сумру? Поссорится ли Нух со своей матерью Сумру из-за Халил-бея? Сможет ли поехать Сивилай? Что произойдет, если Джихан не сможет дать Хикмету то, что он хочет, и отнимет у него опеку над Самет-беем? Что будет с планами Асада? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.